В эти выходные UFC сделают то, что никто и никогда не делал. UFC пройдет в Белом доме прямо в день рождения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Карт состоит всего из 7 боев, но ни один из них нельзя пропустить. 2 титульных поединка: Сирил Ган против Алекса Перейра в тяжелом весе. Илья Топурия против Джастина Гейджа в легком весе. То, что мы ждали целый год, уже наступило. UFC White House. Салют, друзья мои, дождались, и в моих руках настоящие перчатки UFC, которые я прикупил в Макао. Одни себе, вот вы видите, для заднего фона, а другие я разыгрываю в телеграм-канале Калугин ММА. Вот здесь появляется сейчас QR-код. Разыгрываем вместе с моими партнерами как раз к турниру UFC в Белом доме. Максимально простые условия. Переходите либо по QR-коду, либо по ссылочке в описании. А вот здесь где-то в другом месте появится еще один QR-код. Это уже мои партнеры. У них можно забрать фрибет до 10 тысяч. Раньше мои друзья из Винлайна давали 3000 новичкам, теперь 10. И как будто бы лучше момента, чтобы этим воспользоваться, уже не найти. У нас и UFC в Белом доме на носу, и еще целый месяц будет проходить чемпионат мира по футболу. Поэтому либо по ссылочке в описании в нашем телеграм-канале вы можете забрать этот фрибет, либо вот по этому QR-коду. А мы с вами начинаем. По нашей старой доброй традиции пройдемся по всему карду, и если раньше вы могли перематывать прелимы, то в этот раз вам перематывать просто нечего, потому что прелимов нет, есть только основной карт, состоящий из 7 боев. Первыми в октагон поднимутся, чтобы открыть историческое событие, Стив Гарсия и любимчик промоушена Диего Лопес. Многие фанаты были удивлены, что на этом турнире он получил в соперники Стива Гарсию, а не трилогию с Алексом Волконовски. Вроде заслужил, нет? В мае этого года исполнится ровно 3 года с дебютного поединка Диего Лопеса в UFC. За это время многим бойцам не удается войти и в топ-15, но у Лопеса получилось стать настоящей звездой промоушена. Бразилец не только является топ-3 своего дивизиона, он дважды уже бился за титул. Начиная с 23 года Лопес подрался в UFC 9 раз, 6 поединков выиграл, уступал только лишь действующему чемпиону, дважды Алексу Волконовски, и претенденту номер 1 Мовсару Евлоеву. Диего дерется часто, ярко, зрелищно, порой забывает о защите, просто идет вперед и показывает свой характер. Эти факторы в совокупности с навыками хорошего уровня позволили ему быстро взлететь в промоушене. Диего обладает интересным и при этом действительно серьезным достижением. Он единственный боец в UFC, который выступил на UFC 300, на турнире в сфере и выступит на предстоящем мероприятии в Белом доме. Каждый из этих турниров по-своему уникален, и присутствие Лопеса в карде каждого из них говорит о том, что его, как минимум, организация ценит. Чуть больше года назад Лопес впервые бился за титул против Алекса Волконовски, но, увы, пройти старину Алекса не удалось. Единственным ярким моментом стал нокдаун, который сумел добыть Лопес. В остальном бой был уверенно проигран решением судей. Но в сентябре Лопес вернулся в дело и сумел реабилитироваться. Был сложный поединок с Жаном Силвой, который до поры до времени доминировал и избивал Лопеса. Диего начал отлично, забрал старт за счет борьбы, но дальше стал пропускать удар за ударом. И на его удачу Силва чересчур заигрался, забыл, что дерется с одним из лучших в мире. Полетел вперед и был встречен локтем с разворота. Нокаут. Лопес обратно вернул свое имя в заголовке. Тогда все были уверены, что реванш с Волконовски невозможен по нескольким причинам. Во-первых, есть Мовсар Евлоев или Рон Мерфи, которые безупречно с точки зрения результата идут в UFC. Во-вторых, первая встреча с Волконовски не была спорной, и вот была-то совсем недавно. Но я вам сказал еще в начале, это любимчик лиги, поэтому он получил реванш с Волконовски, чем разочаровал многих фанатов. И это тот самый случай, когда фанаты оказались полностью правы. В реванше, который прошел 31 января этого года, Лопес выступил еще хуже, чем в первый раз. Он не мог нормально подступиться к чемпиону, да и яркого хайлайта вроде нокдауна в первом бою оформить тоже не получилось. Волконовский выиграл реванш еще более уверенно, а после боя даже заявил, что был удивлен, что Лопес абсолютно не провел никакую работу над ошибками, исходя из первой встречи.
Фанаты начали шутить, что срочно нужно устраивать трилогию. Ну что ж, дошутились. Титульник Лопес, конечно, не получил, это было бы чересчур, но зато получил место в историческом карде Белого дома. В соперниках у него американец Стив Гарсия. Он плохо известен, наверное, не только широкому кругу зрителей, но и даже тем, кто следит более регулярно. Дело в том, что Гарсия совсем недавно попал в рейтинг, интервью дает мало и о себе, кроме побед в клетке, никак не заявляет. Придется нам выполнить работу за него и чуть-чуть поведать вам о нем. В возрасте 15 лет на занятия смешанными единоборствами Стива был вдохновлен своими друзьями. Начал тренироваться в филиале зала Грега Джексона, где посещал классы по БЖЖ и кикбоксингу, после чего перешел уже в сам зал Джексон Винг ММА, где тренируется по сей день. В 2019 стал участником претендентской серии Дэйна Уайта. Поединок проходил в легчайшем весе, Гарсии не удалось сделать вес, поэтому, несмотря на победу нокаутом в первом раунде, контракт он не получил. После этого он выиграл один поединок в ЛФА. Получил предложение от UFC выйти на замену и встретиться с Луисом Пеньей в легком весе. Дебютный бой он проиграл, да и в целом в первых 3 боях в UFC Стив одержал всего одну победу. Казалось, обычный залетный такой середняк, который долго не продержится, но нет, затем дела пошли в гору. В поединке с Чейзом Хупером он вернулся в полулегкий вес и начал свою серию нокаутов. За 2 года Гарсия наколотил 5 побед нокаутом. He is hurting. He's eating some huge shots from Garcia. Oh, again, dropped to get off this. That's it. Time. Wow, it's enough. Silent. Oh, body shot. Body shot. He doesn't do it. He's got a rally. Hey, machine. Steve Garcia. Short choke attempt from Garcia. Wow. Oh my goodness. That is enough for the referee. Oh, huge power. Garcia knocks him down. Mean Machine is at it again. Right back. Oh my goodness. Hammer fists on the ground. You're rolling around on bottom. Sometimes you expose the back of the head. Oh, that was nasty. Fierce elbow from Garcia. Down, and that'll do it. В прошлом году он получил возможность подраться с бойцом из рейтинга. Им стал Келвин Кеттер. Здесь-то и прервалась серия досрочных побед Гарсии. Выиграть удалось лишь по очкам, но справедливости ради стоит сказать, что Кеттера никто и никогда не нокаутировал в принципе. В октагон Стив Гарсия вернулся уже в ноябре и возглавил турнир на пару с Дэвидом Аннамой. Не изменяя себе, Гарсия поймал соперника своей колотушкой уже на первых минутах. Теперь он входит в топ-10. Его серия состоит из 7 побед к ряду, 6 из которых одержаны нокаутом. Впечатляющая серия. Гарсия получает шанс всей своей жизни, лучше даже представить нельзя. Во-первых, Лопес — самое громкое имя в его карьере. Во-вторых, исторический турнир в Белом доме. В-третьих, третья строчка напротив него будет, и если он победит на таком-то турнире, он, во-первых, войдет, скорее всего, в топ-3, станет одним из главных претендентов и пополнит коллекцию своих побед таким именем, как Диего Лопес, который проигрывал только Алексу Волконовски и Мовсеру Евлоеву. Буквально одним выстрелом убьет не 2, а сразу 3 зайцев. Белый дом, Диего Лопес, третья строчка. По мне, Стив Гарсия — это вообще главный везунчик на турнире в Белом доме. И, конечно, своим шансом ему лучше воспользоваться. А у нас следующий поединок — Бо Никкол. Его, в принципе, мы все ожидали увидеть на этом ивенте. Когда только пошли слухи, что такой турнир может состояться, сразу подумали про Бо Никкола, которого UFC активно продвигает, вот как, знаете, как раз американского бойца. Но что здесь делает Кайл Докас? Может быть, у него какая-то очень длинная серия побед? Нет, у него вот всего 2 победы в ряд в UFC. Может быть, он невероятно молод? Тоже смотрю, нет, 33 года парню. Может быть, никто в этом мире не знает, какого хуя он оказался в этом карде? Может быть.
Как только был объявлен турнир в Белом доме, никто и на минуту не мог засомневаться, что Бо Никкол будет в этом карде. Его подписывали в UFC как потенциально очень большую звезду именно в статусе американца. Никкол сильнейший борец вольного стиля, он трижды выигрывал чемпионат NCAA. И даже участвовал в отборе на Олимпиаду. В ММА перешел в 2022 и с рекордом всего 1-0 принял участие в претендентской серии Дэйна Уайта. Выиграл поединок удушением сзади на второй минуте. Но контракт от UFC не получил. Уайт решил не давать контракт сразу из-за отсутствия опыта. Вопрос, зачем его тогда приглашали на претендентскую серию. Но Дэйна предложил выступить еще раз позже в этом же сезоне, чтобы окончательно убедиться в готовности Никкола. Через 7 недель Бо подрался вновь и вторую проверку прошел тоже успешно, задушив соперника за 52 секунды. С того момента его начали серьезно продвигать, давали далеко не самых серьезных соперников и ставили исключительно на номерных турнирах. С рекордом 3-0 в UFC Никкол встретился с матерым Полом Крейгом. Поединок получился не самым ярким, хоть и все действия происходили в стойке. Тем не менее, Бо забрал победу и получил бой против соперника из топ-15. Однако Ренье де Ридер не стал очередной жертвой восходящей звезды и своими разящими коленями пробил Никкола, а затем финишировал. Хайп Бо подутих, американец получил немало критики в свой адрес. В ноябре прошлого года он вернулся в клетку на номерном турнире в Madison Square Garden против Родольфо Виейра и оформил лучший финиш в своей карьере. Хайкик потушил Виейру, а нокаут был номинирован на лучший нокаут года. Круче реабилитации после поражений и представить нельзя. Этот финиш вернул Бо Никкола в игру и заставил вновь говорить о нем. Соперником Бо Никкола станет Кайл Докас, боец, который совершил один из крутейших перезапусков карьеры за последние годы. Кайл Докас вместе со своим братом Крисом смотрел турниры UFC по телевизору, а затем они боролись друг с другом в подвале. Так и зародилась любовь у Докасов к смешанным единоборствам. С минимальной подготовкой братья приняли участие в турнире по грэпплингу и оба заняли вторые места. После этого Кайл и Крис начали заниматься ММА. К моменту окончания старшей школы Кайл весил около 120 килограммов. Он начал выступать по любителям и дрался как в тяжелом, так и в полутяжелом весе. Но в конце концов Докас сбросил до 84 килограмм, что ни хрена себе, и по сей день выступает в среднем весе. Стартовые 8 поединков в карьере Кайл выиграл, причем 7 с сабмишеном. В UFC подписался в 2020 году и в дебюте уступил Брэндону Аллену. С тех пор одержал всего 2 победы в промоушене при 4 поражениях и одном no contest. И вот в 2023 году Докас покинул UFC из-за плохого результата. Отправился в лигу Cage Fury. Многие уже и подзабыли о его существовании. Но там за 1 год одержал 4 победы, 3 досрочно, стал чемпионом и провел 2 защиты. В августе прошлого года Докас готовился к 3-й защите пояса, но получил звонок от UFC с предложением заменить Марко Тулио в поединке с Мишелем Перейрой на турнире в Шанхае. Американец воспользовался этой возможностью, прилетел в Китай и за 43 секунды отправил в нокаут своего соперника, получив бонус за выступление вечера. Что ж, лучше возвращение в UFC не придумать. В ноябре на турнире в Madison Square Garden, который мы уже вспоминали, к слову, Кайл встретился с Джеральдом Миршартом. В этот раз он затягивать тоже не стал и уже на 50-й секунде поединка оформил победу удушением Дарс.
Так что Кайлу как минимум можно и нужно респектануть за то, что после того, как он покинул UFC, не опустил руки, вернулся обратно в лучшую лигу и оформил здесь 2 быстрые победы на первой минуте. Бо Николу повезло родиться в Америке, чтобы получить место в карде в Белом доме, а Кайлу Докусу повезло, что Бо Никол проиграл Ренье де Ридеру, и промоушен прямо сейчас не хочет, не готов сводить его с кем-то из топ-15. Но если серьезно, кстати, я прошу заметить, что это второй поединок, где дерутся парни, которые умеют устраивать зрелище, умеют оформлять классные, красивые, быстрые досрочки. Да и в принципе ничего страшного не будет, да, если я вам заспойлерю на будущее, что в принципе весь кард состоит из подобных пар, из подобных бойцов. В турнире всего 7 поединков, поэтому матчмейкеры подбирали пары таким образом, чтобы все 7 боев получились зрелищными. Нам где-то могут не нравиться имена, например, Кайл Докус или Стив Гарсия, но вот с точки зрения стилей бойцов и потенциально как они могут сложиться, а если не выебываться и простым языком сказать, с точки зрения зрелища, матчмейкеры выполнили свою работу на 10 из 10. Так что незрелищных боев сегодня даже не ждите. Следующая пара — Маурисио Руфи и его соперник, или скорее даже жертва, Майкл Чендлер. Маурисио Руфи — еще один боец, с которым никогда не прогадаешь, если нужен зрелищный поединок. Бразилец обладает занимательной ударной техникой, красивые нестандартные кики, молниеносные удары с рук, и все это вкупе с каратистской стойкой, напоминающей праймового Конора Макгрегора. Руфи в UFC всего лишь 2 года, но за 5 боев, которые он провел, он успел подарить нам немало хайлайтов. Чего только стоит его вертушка в бою с Бобби Грином. Нокаут как будто из фильма или компьютерной игры. Этим-то бразилец и привлекателен. В клетке он не просто осмеливается выбрасывать трудные для исполнения удары, но и доносит их до цели с реальной нокаутирующей мощью. В сентябре Маурисио получил шанс попасть в топ-15, но для этого нужно было пройти Бенуа Сен-Дени, находящегося на тот момент на 13-й строчке. Вопреки всем прогнозам, француз не то что не пропустил в стойке ничего серьезного, он вообще почти ничего не пропустил от Маурисио Руфи. Сен-Дени воспользовался своим преимуществом в борьбе и уже во 2-м раунде взял соперника на излом челюсти и завершил поединок. Чистая доминация. Этот бой выявил проблемы Руфи в партере, и стало понятно, что с борцами у него могут быть проблемы. Несмотря на поражение, он вскоре оказался в топ-15 на 14 месте, а организация поняла, что терять такого яркого бойца не хочет, поэтому свела его именно с ударником. Бой против Рафаэля Физиева прошел в феврале этого года. Несмотря на прессинг азербайджанца, во 2-м раунде Маурисио на контрвыпаде одним четким попаданием пошатнул соперника и уже не отпустил его, добив до победного. Благодаря этой победе Руфи теперь замыкает топ-10 дивизиона, а победа над Физиевым хоть и не стала самой яркой, но была однозначно самой важной в карьере Руфи. В стойке этот парень составить конкуренцию способен любому в дивизионе. Последние 2,5 года имя Майкла Чендлера ярче и чаще всего звучало в связке с фамилией одного ирландца. Над Майклом подшучивают за то, насколько долго он ждал и пытался получить бой с Конором Макгрегором. Эта встреча так и не состоялась, и после этого за 730 дней американец подрался дважды. Оба боя проиграл, причем в такой манере, что его совсем списали из топ-10. Оливейра ему не оставил шансов, а Пэдди забил уже во 2-м раунде. В апреле Майклу стукнуло 40, и кажется, что UFC поняли, что максимум из него они, практически выжили. Пришло время новых и молодых звезд. Может быть и грустно это признавать, но все выглядит так, что Майкла отдают на убой прямо на глазах Дональда Трампа. Хотя вроде как говорили о том, что постараются сделать таким образом, чтобы американские бойцы выигрывали. Но при этом Чендлер настоящий пахарь и духовитый боец, обладающим жестким ударом и борцовской базой. За счет своих навыков он становился неоднократно
неоднократным чемпионом Bellator, но за 5 лет в UFC всего 2 победы. Ярких, безусловно, чего только стоит фронт-кик прямо в челюсть Фергюсону. Yep. But honestly, that was a Или тяжелый оверхенд по черепу Хукера. Лучшие годы Железного Майка позади, и с каждым месяцем в этом приходится сомневаться все меньше. Безусловно, у него есть шансы против Руфи. Бенуа Сен-Дени показал, что можно сделать, если перевести бразильца. Но Маурисио слишком опасен на дистанции, его удары очень остры, быстрые и непредсказуемые. Как бы этот поединок ни сложился, но 100% он станет украшением турнира, как и 2 предыдущих боя. Майклу, конечно, жестко, без шуток, не повезло с Конором, потому что он долго его ждал. Пока он ждал, он там где-то нет-нет параллельно выступал, но все равно все время говорил про Конора, потому что понимал, что в целом в таком возрасте вот самый громкий, реально классный поединок, да, для любого бойца на самом деле, даже на сегодняшний день, это подраться с Конором. Скорее всего, это даже не самый сложный соперник на сегодняшний день, даже не скорее всего, в ростере UFC, но при этом самый прибыльный однозначно. И вот Чендлер такой хитренький, присмотрелся, пристроился, все, давай драться, ждал и не дождался, потерпел 2 поражения. Эти 2 поражения сыграли ему в минус, потому что ни Конор не захотел после этого с ним биться. Видимо, он тоже хочет подраться именно с актуальным бойцом, да, который там находится в топах. Ни, в принципе, промоушен больше не горел этой идеей. Но бой с Маурисио Руфи в теории все может вернуть на свои места. Если он победит Руфи, это, во-первых, будет апсет, я не знаю, сравнимый с победой Шона Стрикленда над Хамзатом Чимаевым, если даже не больше. Во-вторых, снова можно заговорить про поединок с Конором Макгрегором, но там Конор сейчас скоро бьется с Максом Холлоуэем. Будет ли Конор еще драться и через сколько лет, неизвестно. Так что, не знаю, может быть, они в лет 50 по боксу выступят. А мы подобрались к поединку тяжей, бой, который изначально не планировался в карде, но Трамп поинтересовался у Дэйна Уайта, а где Дерек Льюис. И вот буквально одного этого вопроса хватило, чтобы через час-два бой Дерек Льюис против Джоша Хокета официально был объявлен. Дерек Льюис – любимый боец Дональда Трампа. Все фанаты ожидали появления Льюиса в этом карде, но так вышло, что их поединок был добавлен на этот турнир всего 2 месяца назад, уже после того, как состав участников был укомплектован. Турнир, который проходил в Майами, там бился Прохаска и Ульберг, посетил президент США. Находясь там, он спросил у Дэйна, почему Дерека нет в карде Белого дома. Босс тут же связался с бойцом и рассказал о вопросе Трампа, мол, он спрашивает, почему тебя нет в карде. Дерек задал тот же самый вопрос Дэйну Уайту, мол, какого хрена меня действительно нет в карде? Конечно же, он согласился на участие, и дальше оставалось найти ему соперника. В этот же вечер Джош Хокет устроил дикую зарубу с Кертисом Блейдсом в основном карде. UFC предложили бой Хокету, когда тот отправился в больницу с арены, он принял предложение, и вот бой моментально в этот же день был анонсирован. Льюис – настоящая легенда тяжелого веса в UFC, уже без малого 12 лет он бьется в промоушене и по-прежнему остается в топе. Помимо этого, Льюис обладает феноменальным рекордом по наибольшему количеству нокаутов в UFC, таких побед у американца аж 16. В последние годы Дерек появляется в октагоне нечасто, примерно раз в год, да и возраст уже даже для тяжеловеса солидный, Льюису 41. В июле 2025 года ему в соперники дали молодого, непобежденного Талисона Тейшейру. У него был всего один бой в UFC, и на тот момент он выглядел как убийца, который точно отправит ветерана за пределы топ-15. Но Льюис срубил 2-метрового бразильца за 35 секунд. Совсем недавно, в январе, у Льюиса была реальная возможность вернуться в топ-5. Но выступление против Валдо Кортеса Акосты совсем не получилось. Первый раунд прошел максимально пассивно, а во втором черный зверь упал от прямого попадания доминиканца. Хокет на 12 лет моложе Дерека, но не зря говорят, никогда не ставь на Дерека Льюиса и против Дерека Льюиса. Бои у этого парня непредсказуемые всю его карьеру.
Джош Хокет, учась в средней школе, преуспел и в вольной борьбе, и в американском футболе. Поступив в университет, не забросил ни то, ни другое. С футболом не пошло, его не подписали в крупную команду, и в 2023 году он подписал контракт с Bellator, дебютировав в ММА сразу во второй лиге мира. Через 2 года оказался на претендентской серии Дэйна Уайта, оформил там нокаут и получил приглашение в UFC. Beat up, now oh, elbows are crushing. Oh, that was Get nice. out of there. It's over, Stop it's it, over. that's it. John. За первые 2 боя в лиге он получил по бонусу за выступление вечера, оформил нокауты в первом раунде, включая уже мемный нокаут факом. He's good. Not sure Denzel knows where he is. No, that's gonna be it. Mark Smith. Представьте, у парня всего 2-0 в лиге и 8-0 в ММА, а ему в следующем поединке дают 5-го номера рейтинга в основном карде номерного турнира. Чтобы получить такой вызов, например, в легком весе, люди проводят десятки боев, но это тяжелый вес. Поединок Хокета с Кертисом Блейдсом получился зубодробительным от начала и до конца. 351 значимый удар на двоих, и никто не упал в нокаут. Да что уж там нокаут, даже нокдауна не было. Невероятно для тяжей. Поединок получился такой, знаете, в стиле битвы двух деревенщин. Но такие бои нравятся фанатам, и, честно, периодически хочется видеть именно такие зарубы. Хокет приковывает к себе внимание не только выступлениями в октагоне. В своих высказываниях он не стесняется от слова совсем. На конференциях в стихотворной форме поливает грязью бойцов из ростера, причем к которым отношения даже никакого не имеет. Например, он закусился с Ильей Тапури, который вообще из легкого дивизиона. Он просто выбирает хайповых персонажей и начинает их оскорблять. Я могу ошибаться, но вот у меня какое-то такое стойкое чувство присутствует, что для Дерека Льюиса это идеальный персонаж. Может быть, Джош Хокет начнет в этом бою действовать иначе, но вот в предыдущих 3 он активно шел вперед, буквально бежал за финишем, а это как будто именно то, что нужно Дереку Льюису. С другой стороны, конечно, возраст. Дерек прям на закате своей карьеры, а Джош Хокет, наоборот, в расцвете сил. А в любом случае, одна сторона фанатов будет буквально мечтать о том, чтобы Дерек Льюис нахер нокаутировал Джоша Хокета за все его высказывания, а другая сторона фанатов мечтает об этом же. Сбудутся ли мечты 2 сторон фанатов по обе баррикады? Если идти к одной цели, то все может получиться, я считаю. Будем смотреть, а у нас звезда легчайшего дивизиона Айман Захаби. Подерется он с Шоном О'Мелли. Звезда Айман Захаби, как вам? Тоже интересный матчмейкинг. Поставим Аймана Захаби в 3-й бой по значимости UFC в Белом доме. Ну окей. Поединок в легчайшем весе за звание следующего претендента на пояс. И О'Мелли, и Захаби пытались продвинуть идею того, чтобы этот бой был за временный пояс. В UFC эту идею посчитали неактуальной и никакого дополнительного титула не ввели и правильно сделали. Вообще, с какого хрена они должны биться за временный титул, когда совсем недавно Петр Ян выиграл бой у Мираба Давелишвили? Но победитель этой пары, скорее всего, подерется против победителя трилогии Петра Яна и Мираба Давелишвили. Там, конечно, еще официальной даты боя нет, но навскидку именно так сейчас выглядит расклад, более логичным. За последние 1,5 года акции Шона О'Мелли упали. Виной тому 2 поражения Мирабу. К моменту первой защиты пояса Шон был настоящей суперзвездой, одним из главных лиц промоушена, но американец сначала потерял титул, а затем в реванше вновь уступил Давелишвили. Да, О'Мелли вернулся в январе этого года поединком против Сонга Ядонга, крепкого топа этого веса, который недавно победил в Макао Дэвисона Фигередо, но выступление хоть и было победным, у О'Мелли получилось каким-то смазанным. Поначалу ни тот, ни другой не могли нащупать дистанцию, затем вроде Шон стал работать точнее, но под конец раунда пропустил тейкдаун. Американец прибавил в работе ногами, но Сонга снова прибегнул к борьбе и оформил 2 успешных перевода. А вот в 3-м отрезке Шон не пропустил переводов, а в стойке стал явно превосходить оппонента, таким образом забрав победу 2-1 по раундам у всех 3 судей.
Ощущение, что хайп вокруг Омелли угасает, никуда не делось. Фанаты понимают, что при нынешней конкуренции на верхушке дивизиона он вряд ли вернет себе пояс. Да и досрочных побед у Шона нет уже 3 года, если кто-то вдруг не заметил. Но во всяком случае Омелли все равно близок с точки зрения рейтингов к титульному шансу, и победа над Захаби ему это может гарантировать. Канадец, к слову, для любого бойца будет неудобным соперником. На данный момент у него серия из 7 побед, не проигрывает он уже на протяжении 5 лет. Захаби, знаете, такой отличник в октагоне. Его не сильно беспокоят досрочки, главная победа. Айман дерется продуманно, грамотно, четко придерживается выстроенного плана на бой, в первую очередь думает о защите. Своим джебом старается контролировать темп боя и останавливать атаки. В общем, такой вязкий стиль, неудобный. В плане борьбы Захаби хорош, у него высокий процент защиты от тейкдауна. Но редко когда до нее вообще дело доходит. Да и в этот раз вряд ли защита от тейкдаунов ему пригодится. Встреча с Шоном — это отличная возможность для Захаби раскрыться для широкой публики. Многие фанаты попросту не видели его боев. Но вся неделя перед турниром в Белом доме и непосредственно сам день поединка предоставляет ему шанс серьезно заявить о себе. К тому же с этой победой он буквально займет место в тройке своего веса. Я всегда пытаюсь понять логику промоушена, когда они назначают какие-то бои. Вот почему Захаби поставили на турнир в Белом доме еще и в 3-й бой по значимости, честно, я так и не понял. Да, у него 7 побед к ряду, я понимаю этот момент. И он заслужил бой с каким-то громким именем вроде Шона Омелли. Но почему его ставить на столь значимый ивент в Белом доме? То есть этот же турнир они рассматривают в том числе для продвижения бойцов. Айман Захаби вполне крепкий боец. Тут даже непонятно, что было бы лучше, да, если там кто-то скажет, они хотят продвинуть Шона Омелли. Тут непонятно, нам Кори Сенхаген, может быть, даже был бы более удобен в данном случае, нежели Айман Захаби. Просто мужику в этом году 39 лет. Он, если выиграет, с ним уже ничего нельзя сделать. Ну, то есть еще год-два, и он прям жестко пойдет вниз. Так что здесь я не понял, почему Айман Захаби находится в карде Белого дома, но окей. Бой он с Шоном заслужил, здесь вопросов нет. С местным проведением ему очень сильно повезло. Так же, как постоянно фартит следующему бойцу, который, наверное, единственный в этом карде может составить конкуренцию Диего Лопесу в плане любви от промоушен. Это, конечно, Сирил Ган. Его всегда по умолчанию ставят в титульные бои. Там неважно, как он выступал в последнее время, что он там делал полгода. Все, вот титульный бой. О, Сирил Ган. У нас есть Сирил Ган. Мы ставим его в титульный бой против Алекса Перейры. Это главное событие вечера и для меня самый интересный поединок. Поединки тяжеловесов всегда интересные, но это как будто даже выбивается из ряда среднестатистических противостояний больших парней. Во-первых, Перейра — это бывший средний вес, бывший полутяжеловес, который поднимается в тяже, и это его дебютный поединок. Поражает тот факт, что бразилец на протяжении долгого времени в кикбоксинге, а затем и в UFC делал 84 килограмма. Во-вторых, Сирил Ган, слишком уж быстро для королевского дивизиона. Фактурный, мускулистый француз передвигается как легковес, да-да-да. Многие уже не раз это упоминали, его выдающийся футворк, но так и есть. Поэтому лишним повторить это не будет. Помимо того, что бой интересно посмотреть просто с точки зрения противостояния стилей, на кону стоит настоящее величие. Алекс Перейра в случае победы 14 июля в Белом доме станет первым бойцом в истории UFC, которому удастся стать чемпионом, внимание, в 3 весовых категориях. Бразилец находится в промоушене чуть меньше 5 лет, но его забег от обычного бойца, который перешел в ММА с кикбоксинга, до статуса одного из главных лиц промоушена, просто феноменален. Бесспорно, UFC на старте быстренько продвинули Поэтана к титульнику, подогрев его давнишнее противостояние с Исраэлем Адесанье. Но нельзя умалять заслуги самого бойца. Срубил Андреаса Михаэлидиса и Шона Стрикланда. And John, honestly, that's what I was speaking to with all the clinch and the grab. A level change or a shot on Pereira would be good because he's. Дошел до 5-го раунда с Адесанье, смог его подловить и закончить бой. После поражения в реванше поднялся в полутяжелую категорию, провел непростой бой с Яном Блаховичем, одним из самых неуступчивых оппонентов, а затем оформил 4 нокаута подряд. И это-то на чемпионском уровне.
Please, get out of here. Big early knockdown for Peloton. Let's put it in one. Early head kick round two. The fight. And still. Went hard, but he just doesn't have much left. Oh, there it is. Body shot. That's it. That'll do it. That will indeed do it. После потери пояса в бою с Магомедом Анкалаевым Перейра взял реванш у россиянина более чем убедительно. И помимо всего прочего, ярких выступлений, Алекс выручал организацию, выходя на коротких уведомлениях, хотя у него уже был статус такой звезды, что на коротких уведомлениях до конца карьеры он может не выходить. Но нет, он оставался активным и одним фирменным Шама приводил толпы фанатов в восторг. Он давно задумывался о переходе в тяжелые весы, и в конце прошлого года все сложилось для того, чтобы Пейтан отправился в поход за третьим титулом. Частью всей неразберихи в тяжах и ее непосредственным участником стал Сирил Ган. Ткнув в глаз Тому Аспинулу на турнире в Абу-Даби, он поставил дивизион на паузу. Может быть, стоит ткнуть еще раз, чтобы как раз прожать кнопочку play. Поскольку британец по-прежнему восстанавливается из-за травмы, но сам Ган, в общем-то, был готов драться хоть на следующий день, потому что поединок продлился меньше раунда. Ган один из опытнейших тяжеловесов в действующем ростере UFC. Он аж трижды бился за пояс. И 2 поражения в своей карьере он потерпел в боях за титул UFC против легенды Джона Джонса и Фрэнсиса Нгану. Возможность поприветствовать Алекса Перейру в новой для него весовой досталась именно Гану. Интересно, что за временный титул лиги француз уже бился. В августе 2021 года он забил Дерека Льюиса в 3-м раунде и стал неоспоримым претендентом. Если отбросить неудачи против Нгану и Джонса, Ган выиграл 5 боев и 3 из них досрочно. Дважды возглавлял ивенты в Париже. Ган по очереди расправился с Таем Туивасой и Сергеем Спиваком. Александра Волкова за 8 раундов суммарно француз финишировать так и не сумел, но оба боя выиграл, хотя второй поединок, я думаю, вы сами помните, вовсе вышел максимально спорным. Я, например, считаю, что Волков там одержал победу. Перед боем в Белом доме Сирил идет небольшим андердогом, но он не поднимается в весе, и за это, в отличие от соперника, ему беспокоиться не стоит. Интересно, что на битве взглядов Перейра оказался визуально ничуть не меньше Гана. На официальном сайте UFC у них указан одинаковый рост 193 сантиметра. Небольшое преимущество есть у француза в размахе рук. Примерное равенство в антропометрии лишь добавляет интереса к этому противостоянию. Кто бы не вышел победителем, бой обещает быть конкурентным. Как я уже сказал в начале, для меня это точно лучший бой карда, можно было бы ставить главным событием, если бы был не временный титул, а настоящий. Увидеть Перейру в тяжах интересно, особенно против Гана. Стилистически, по мне, это, возможно, самый сложный вариант для Алекса Перейры прямо сейчас. В то же время, насколько Перейра станет более медленным? И станет ли он вообще медленнее в тяжелом весе? Ну и значимость боя. Чемпион в 3 весовых категориях. Ребят, мы буквально вот через несколько дней можем стать свидетелями события, которые, возможно, никто не повторит при нашей жизни. Как бы это грустно ни звучало. Но действительно, стать чемпионом в трех весовых, это, во-первых, нужно уровень держать долгое время на высочайшей планке. Во-вторых, блядь, драться круто надо уметь. Уметь гонять вес. Ну, то есть здесь столько факторов. Многие бойцы просто не способны в целом в 3 весовых выступать. А тут человек может стать чемпионом в 3 весовых. Просто не нужно недооценивать этот факт. Хотя бы из-за этого контекста нужно 100% смотреть. Плюс-минус у них еще и коэффициенты равные, поэтому фрибет 10 тысяч от моих партнеров, моих друзей, можно забрать вот по этому QR-коду и пустить его, например, на этот поединок, учитывая, что коэффициенты здесь с обоих сторон достаточно вкусные. А мы добрались до главного события вечера. Илья Матадор Топурия против Джастина Хайлайта Гейджа. Бой с огромной интригой, если бы он проходил в видеоигре UFC 5. Но он пройдет в реальности.
Илья Топурия идет, возможно, на одной из лучших серий из 3 побед в истории. Он друг за другом отправил в нокаут таких легенд, как Алекс Волконовский, Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра. 2 титульных боя грузина в полулегком весе в принципе не дали повода сомневаться в его навыках. Одолев 2 бойцов, претендующих, на секундочку, на звание лучших в истории этого дивизиона, Топурия отправился прямиком к новым вызовам. Наверняка большинство фанатов хотели бы увидеть поединок Ильи с Исламом Махачевым, но, увы, россиянин синхронно с Топурией тоже поднялся на категорию выше и оставил титул в легком весе. Такое стечение обстоятельств позволило испанцу побиться за пояс сразу без разминочного боя. Встреча с Чарльзом Оливейрой прошла в конце июня прошлого года, грубо говоря, год назад. Вопреки всем ожиданиям, Илья уверенно отзащищался от попыток сабмишена со стороны бразильца, а в стойке приложился так, что отправил Оливейру в глухой нокаут уже в первом раунде. Несмотря на желание Ильи сразу же подняться в весе еще раз, лига, конечно же, отложила данный переход. В конце прошлого года Топурия был вынужден отойти от выступлений из-за развода и судебных разбирательств с женой. Пока чемпион был неактивен, Пэдди Пимблет и Джастин Гейджи в бою за временный пояс определили следующего претендента. Джастина в очередной раз многие списывали со счетов, он шел андердогом, и многие зрители-обозреватели предполагали, что ветеран не справится с молодым англичанином. Возможно, в не самом красивом с точки зрения техники поединке Гейджи смог нанести достаточно урона Пимблету и забрать аж 4 из 5 раундов на карточках 2 судей. К победе Джастина вопросов не было, но как только эмоции подутихли, фанаты вновь взялись за старое, а именно списывать со счетов Джастина Гейджи. Об этом свидетельствуют и котировки букмекеров, на него дают около 5. Сам Джастин говорит, что ему нравится быть недооцененным, такая позиция его наоборот мотивирует. Лагерь он традиционно проводит в Штатах, готовясь в родном зале под руководством Тревора Уитмана. И, судя по всему, Джастин планирует закончить карьеру, возможно, сразу после этого боя. Это пока не точно, но история была бы красивой, уйти на пенсию с чемпионским титулом на самом историческом турнире, да еще и оформив один из величайших апсетов. Гейджи все списывали в бою с Пимблетом, но не я. Я гордо выбирал Джастина Гейджи, и в этот раз я гордо выберу Илью Топурию. Знаете еще в чем проблема Джастина? Его стартовый натиск с годами стал значительно хуже, а вот в моей голове, если и можно апсетнуть Илью Топурию, то как раз таки вот каким-то стартовым натиском. Тут есть бойцы, которые, там вот возьмем Топурию и какого-то другого бойца, который на 2 головы может быть ниже, чем Илья Топурия, но у них есть стартовый натиск, и там условно первые 1,5 минуты они опасны вот одинаково, что Топурия, что какой-то другой боец. Но после 1,5 минут все, эти бойцы сдуваются, и там вот есть вот эта разница в уровне на 2 головы. Вот Джастину как раз такого не хватает, чтобы хотя бы вот в первые 2 минуты, пока они оба свежие, он был невероятно опасен. Но вот если пересмотреть последний бой, у Джастина такого нет. То есть он берет уроном, ему тоже нужно теперь время, чтобы немножечко подразогнаться. Когда только в UFC он пришел, у него это было. Вот это вот какой-то зверский инстинкт с первых секунд. Сейчас у него этого нет. Это плохо для Джастина Гейджа в бою с Топурией. А затащить Топурию в глубокие воды, я не думаю, что это хорошая идея. Да и вряд ли мы увидим здесь глубокие воды, потому что, ну, ребят, пиковый Илья Топурия и, очевидно, не пиковый Джастин Гейджа, я не уверен даже, что пиковый Джастин Гейджа справился бы с нынешним Ильей Топурией. Это тогда, в том бою, я как раз говорил фразу, что даже не пиковый Джастин Гейджа должен проходить Пэдди Пимблета. Но здесь интриги маловато, и от этого чуть-чуть грустно. С одной стороны, все равно громкие имена, возможен апсет. Как бы мы ни списывали Джастина, все-таки это боец высочайшего уровня, и они бьются на чемпионском уровне оба прямо сейчас. Поэтому это вот как с Шоном Стрикландом. Все его списывали, да в том числе и я. Ну как можно было поверить в победу Шона Стрикланда? Какие-то вопросы? Их миллион. Как так произошло, например? На этом все, дорогие друзья. Обнял, поднял. Жду вас в телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Вот здесь появится QR-код. Розыгрыш настоящих перчаток UFC, ребят, не пропустите. У меня только вот одни для розыгрыша есть, не знаю, когда куплю еще одни, чтобы разыграть. А вот эти перчаточки уже в конце июня будут у кого-то дома. Можно в них потренироваться, можно поставить на полочку, как я. Что хотите, то и делайте. Пока-пока.